Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И снова я нашел интересный заброшенный дом. Внутри него пахнет трупом. На чердаке оставлено много интересного. А во дворе стоят брошенные автомобили. Приятного просмотра! В общем, выбрался я сегодня в Литву посмотреть интересные заброшенные места. И по пути возле дороги заметил один интересный брошенный дом. Судя по этой теплице, здесь давно уже никто не живет. На самом деле, я здесь уже бывал. Прошлым летом мы с Алисой здесь были. И недавно я даже выложил небольшое видео отсюда на свой второй канал. Но сегодня у меня побольше времени. И я решил вернуться сюда, чтобы более детально все рассмотреть. А также мне интересно, остался ли здесь до сих пор тот самый трупный запах. Есть кто? Все так же очень неприятный запах здесь внутри. Такой, как будто запах старья, смешанный с тем самым трупным запахом. Сарайчик небольшой. И склад. Снова припасы, кстати. Какие-то компоты, что ли? Компоты, соленья, варенье, возможно. Кухня, которую я видел из окна. Здесь запах просто невыносимый. Одел я респиратор, чтобы хоть как-то можно было дышать. Что интересно, в прошлый раз также обратил внимание на то, что плита здесь на месте, ее металлическая часть. Возможно, мародеры ее не сняли, просто потому что здесь невозможно долго находиться. Опять же, из-за этого запаха. В холодильнике у нас практически пусто. Ой, а в морозильнике лежит что-то очень стухшее. Фу. Возможно, даже запах идет и оттуда. Интересно, поскольку я нахожусь в Литве, но все равно посуда рижская, по крайней мере, вот это. Но мне интересно в целом, какая посуда будет чаще всего встречаться именно в заброшенных литовских домиках. Но пока что оба вот этих чайничка, они рижские, с фарфоровой фабрики имени Кузнецова. А вот это уже что-то поинтересней. Ну, правда, этот значок я вижу впервые. Посмотрю обязательно по возвращению домой, что это за клеймо. Смотрите, чуть не пропустил, пока смотрел посуду. Тут же даже написано: весы бытовые. Вот это действительно старая интересная вещь. Конечно, я не знаю, работают ли они еще. Но им явно уже немало лет. В кухонном комодике, в общем-то,
Ничего особенного. Итак, дальше у нас жилая комната. Тут, к сожалению, все разбросано. По-моему, с прошлого лета стало еще хуже. В комодике, я так полагаю, в основном различная одежда. Весьма красивый шкаф, кстати. Тоже получается с одеждой. Тут, кстати, запах уже намного слабее. Возможно, потому что комната проветривается. Что ж, тарелки. И снова рижские. Еще различная интересная посуда. По-моему, это не хрусталь, это пластмасса. Хотя сложно сказать. Ну вот это из стекла явно, а вот это из пластмассы. Но больше меня интересуют именно тарелки. А вот это опять-таки не рижская, какая-то более интересная. Получается, что рижской посудой пользовались далеко не только у нас в Латвии, но и в соседних странах тоже. Сколько же здесь разной посуды, в том числе и хрустальной. Какая красивая когда-то была посуда. Впрочем, она и сейчас красивая. Достаточно ее просто помыть. Так, радиоприемник. И телевизор. Впрочем, ничего интересного. Фотографии. Уже цветные. Значит, не такие уже они и старые. Здесь изображены в основном пожилые люди. Это, по-моему, один и тот же дедушка на всех трех фотках. И, что интересно, литовский паспорт. Йонас Машелунас. Ух ты, это молитвы на литовском языке. И какой-то документ насчет молока. Наверное, такой документ был у дойщиков в те времена. Они сдавали молоко и здесь отмечали, сколько они его сдают. Я так догадываюсь. Это, кстати, возможно, была его супруга. Страховка на машину лежит еще. Volkswagen Golf. Жаль, непонятно, какого года документ. Тут видно, уже кто-то рылся. Самые ценные предметы, я так подозреваю, забрали уже давно. Но, тем не менее, дом весьма интересный. И достойный того, чтобы попасть в выпуск. Книжка на литовском языке. 88-го года. Эх, жаль, я не знаю литовский. Даже если я здесь что-то найду, но не смогу вам перевести, так как не понимаю язык. Сумочки, к сожалению, все пустые. Календарик за 2011 год. Вот что интересно. Фотография, возможно, сделанная прямо здесь, в этой же комнате, 94-го года.
Кстати, чем-то действительно похоже. Такой же стол, окно, сервиз. Хотя, может, это и другой дом. Они же ведь раньше все были похожи. Ух ты! Вот это, конечно, уже находка. Швейная машинка. Правда, на ней не написано, какой марки. Смотрите, до сих пор крутится все. Думаю, что ее еще вполне можно было бы оживить. Возможно, это даже Зингер. Лекарства. Опять же, все по-литовски. Видеокассеты и куча хлама. И, конечно же, печное отопление. Давно сюда никто уже не подкидывал дрова. А, тут, походу, уже даже и лампы сняли. Кстати, чердак. В прошлый раз я туда не заглядывал. Но вначале сходим во вторую часть этого дома. Она сохранилась похуже, чем первая. Но какие-то вещи все еще есть. Пусто. Кто-то хотел разобрать телевизор, похоже. А здесь святой уголок. Ух ты, какой мужчина. И, возможно, его супруга. Ух ты, какие то ли подсвечники, то ли лампадки. Не знаю, как они правильно называются. Опа! А вот этот экземпляр уже весьма интересный. Телевизор Шилялис. Делали их, собственно говоря, как раз в Литве в советское время. Этот телевизор выглядит весьма и весьма интересно. Причем, как знать, может быть, он даже до сих пор и работающий. А что же это за товарищ? Таурус. Тоже делались они в Литве. Но он уже такой более современный. Сколько же здесь телевизоров вообще в этом доме я уже видел? Наверное, штук 5. Ковер такой. Весьма добротный и чистый. Такие сейчас стоят немало денег в магазине, если захочешь купить. Набор столовый. Ой. Здесь бардак. Книжки, кстати, все на литовском, я так думаю. Впрочем, да. Какой сундук большой. В прошлый раз, когда мы здесь были, Алиса рассказала то, что раньше в такой сундук собирали приданное.
И такой сундук отдавали на свадьбу вместе с невестой. Не знаю, правда это или нет. Что ж, и напоследок попробую подняться на чердак. Уже не пусто. Блин, тут как будто даже и не заброшено так выглядит. Ух ты! Смотрите. Керосиновая лампа висит. Грязная, конечно, но целая. По-моему, ватник. Теплая одежда такая зимняя. Еще с тех лет. И, конечно же, мой любимый противогаз. Куда же без них? Тару кто-то готовил. Видно, для компотов, варений, солений на зиму. Но не пригодилось. Это была лишь одна часть дома. Тоже, что ли, керосинка, только без стекла? Не пойму. Вообще, блин, керосинки можно редко где встретить у нас в Латвии. А здесь их прям уже 2-3 штуки попалось на одном чердаке. Какая кровать еще железная, прям крепкая. Блин, чтоб тут пол не провалился. И тут у нас зачем-то сено. Плетеная корзинка такая большая. Раньше такие плели, насколько я знаю, собственными руками. Хотя на вид сейчас такие, наверное, не отличишь от магазинных. Коньки советские. Как-то я нашел целый мешок таких коньков в одной заброшенной школе. Прям таких же, один в один. И детские сапожки, ух ты, какие маленькие. Весы. Очень грязная, шкалу не видно. Не знаю, насколько старая, но вещь интересная. Сколько же здесь обуви, в том числе и детской. Еще одни коньки. Блин, чердак прям порадовал. Я доволен. Еще коньки вон висят. Возможно, тут где-то был пруд, который замерзал, и зимой жители там катались. Кровать еще одна, детская. Блин, чуть не пропустил. Лыжи еще. Вот же они. Старые деревянные лыжи, сделаны в Советском Союзе. В общем, зимние радости в этом доме явно любили. Здесь как минимум 3 пары лыж. Лыжные палки старого образца. Но вот что интересно, на вот этих лыжах написано на английском, вон надписи «Туринг». Возможно, это делали лыжи Пярну. Может быть, их делали даже в Эстонии, в Пярну. И делали их на экспорт.
То есть на продажу в другие страны. В общем, очень порадовал меня чердак. Это снова, кстати, возможно, даже и вручную сделанная корзинка. Заметил еще одну вещь. Такой, как будто велосипедный руль. И приделана к нему такая вот конструкция. Вот честно, ума не приложу для чего. Но вещь явно интересная. Какое же тут все пыльное, конечно. Ой, фу. Так, стоп. Что это за такая потайная комнатка? А, это не комнатка. Это у нас всего лишь такая мини-кладовая. Опять же, какие-то весы, что ли, старые. Смотрите, что нашел. Такая коробочка. Была она на вес очень тяжелая. А внутри гирьки для весов. Причем самые разные. Одна большая, наверное, 500 граммов такая весила. Вот эти поменьше, может, 100 грамм. Совсем-совсем маленькие. Обалдеть. Вот это да. Вот это находки, конечно. Несмотря на то, что с виду дом кажется разграбленным, но если внимательно все рассматривать, можно просто столько всего найти интересного. В общем, для тех, кто хочет посмотреть, как этот дом выглядел летом, будет ссылка в описании на то видео. Еще очень много вопросов вызвал козел, который пасся летом вот на этой лужайке. Многие переживали, что козел оставлен здесь один, привязанный, без хозяина. Но это козел людей, которые живут через дорогу. И они просто приводят своего козла на эту территорию, чтобы он здесь мог бы пастись летом. Думал сказать баня, но не вижу трубу. Похоже просто на какой-то летний домик. Хотя нет, стоп. Это похоже на баньку. Здесь такая печка, труба. Может, это была и баня. Колеса валяются. Руль, кстати, уже заплесневел. Еще один автомобиль. Уже с литовскими номерами. Сценик. Какое же тут все пыльное. Тоже видно, что стоит он тут очень даже давно.
И, пожалуй, самое интересное — гусеничный трактор. Причем видно, что уже очень старенький. Сколько же здесь рычагов? 3 педали, как в автомобиле. Можно представить себя трактористом. Трактор Т-74. Год выпуска 1979.